Почему в Индии перед важным начинанием берут кокос и разбивают его? Покупка новой машины, открытие магазина, переезд в новый дом или начало важного дела. Все это в Индии нередко сопровождается одним и тем же ритуалом – разбиванием кокоса. Казалось бы, все просто. Его разбивают на удачу, прося у богов благословения и благодаря их за помощь. Но это только часть смысла. В индуистской традиции кокос связан с благополучием и устранением препятствий, а его разбивание имеет еще одно гораздо более глубокое значение. Оно связано с человеческим эго. Так почему же именно кокос стал одним из самых важных ритуальных плодов Индии? Начнем с того, что в Индии кокос – это далеко не просто продукт питания. Его используют во время пуджи, принося в храм как подношение божествам. А еще кокос часто можно увидеть на калаше, священном сосуде, который используется во множестве индуистских церемоний. Кокос настолько прочно вошел в религиозную традицию Индии, что его называют Лакшми-Бхал, плодом Лакшми, богини богатства, благополучия и процветания, потому что само присутствие кокоса во время важного начинания уже несет пожелание благополучия и успеха. Но особенно интересно то, что этот ритуал очень часто связан с богом Ганешей. И это вполне логично. В индуистской традиции именно к Ганеше часто обращаются перед началом нового дела. Его почитают как божество новых начинаний и устранителя препятствий. Поэтому перед открытием магазина, началом строительства дома, покупкой машины или другим важным событием нередко совершают небольшую пуджу, обращаясь к Ганеше за его благословение. И среди традиционных подношений вы всегда увидите кокос. Смысл такого обращения довольно простой. Человек просит, чтобы его новое начинание было благоприятным, чтобы на пути было как можно меньше препятствий. Поэтому сказать, что кокос разбивает на удачу, совершенно правильно. Но индийское представление здесь несколько шире нашего привычного «пусть мне повезет». Это просьба о благоприятном начале, благословении, благополучии и устранении препятствий на новом пути. Но тогда возникает другой вопрос. Почему именно нужно разбить кокос? Почему недостаточно просто принести его божеству в качестве подношения? И вот здесь появляется еще один очень важный духовный смысл этого ритуала. Твердую скорлупу кокоса сравнивают с человеческим эго и гордыней, а чистую белую мякоть внутри – с внутренней чистотой. Поэтому разбивание кокоса перед божественным символическим означает готовность отказаться от своего эго и преподнести божеству чистое намерение. Получается, что перед началом нового дела человек не только просит «пусть мне сопутствует успех». Этот ритуал словно напоминает ему самому начинать что-то новое важно не только с надеждой на хороший результат, но и с правильным внутренним состоянием. Конечно, это не означает, что каждый индиец, разбивающий кокос возле своей новой машины, в этот момент размышляет о природе человеческого эго. Для многих это просто привычная традиция. Так делали родители, бабушки, дедушки. Перед важным начинанием совершили пуджу, попросили благословения, поблагодарили богов и разбили кокос. Но именно этим Индия и удивительна. За очень простым бытовым действием здесь иногда скрывается сразу несколько уровней смысла. Есть у кокоса и еще одна любопытная деталь. Если внимательно посмотреть на один его конец, можно увидеть три характерные отметины, которые часто называют глазами кокоса. В разных индийских традициях им придают разное символическое значение. Например, существует трактовка, связывающая эти три отметины с тремя глазами Шивы. В других объяснениях их соотносят с Тримурти – Брахмой, Вишну и Шива. Но здесь важно понимать, это уже традиционные символические интерпретации, и в разных регионах Индии они могут отличаться. А что происходит с кокосом после самого ритуала? Если он был предложен божеству во время пуджи, после этого его не обязательно выбрасывают. Разбитый кокос может стать прасадом, священным подношением, которое затем разделяют между участниками церемонии. Поэтому в следующий раз, если вы в Индии увидите этот традиционный ритуал разбивания кокоса, то знайте, это ритуал не просто на удачу, это просьба благословения, благодарности за то, что уже дано, и напоминание о том, что каждый новый путь важно начинать с чистым намерением. И пусть этот простой индийский обычай напоминает нам о том, как важно не только просить у Вселенной о желаемом, но и быть благодарным за то, что она уже дала.
Благодарить искренне и с чистым сердцем, потому что именно благодарность помогает нам входить в каждый новый этап своей жизни с чистым намерением. Подумайте об этом.